Всем привет, друзья! Ну что, раннее утро очередного выходного дня. И как вы видите, дома мне не сидится. Я уже с металлоискателем выбрался на поиски сокровищ. Сегодня я в гордом одиночестве. Подумали, наверное, вы, но нет, друзья. Всем привет! Сегодня мы всем составом, со мной моя любимая жена, наш маленький подрастающий охотник за сокровищами. Скажи всем привет. Всем привет, пупсики! И посмотрите, друзья, вот такое вот побережье. Кто за нами наблюдает, тот уже в курсе, что мы совсем недавно здесь уже были. Ходили, искали с женой, с двумя металлоискателями. Кстати, мы сегодня тоже с двумя металлоискателями. У меня Мантикор, у жены 800-й Эквинокс, как всегда. Так вот, совсем недавно мы здесь были, ходили, снимали. Кто видео еще не видел, ссылочка выбрана где-то вот здесь. Заходите, всем приятного просмотра. И в тот наш поиск мы нашли очень хорошие находки. Удалось найти много серебра. Также попалось очень шикарное золотое кольцо из белого золота с бриллиантами. Но почему мы сюда вернулись, сейчас я вам объясню. Посмотрите, во-первых, у меня сегодня большие забродные штаны, сапоги. Я могу заходить немножечко поглубже. Но смысл в чем? Что в прошлый раз, когда мы искали, жена ходила вот здесь вот по берегу. Ну и так как нам на проходной сказали, что здесь часто бывают люди, здесь вот по песочку не очень было много находок. Но по воде было достаточно хорошие находочки. И показатель в том, что были и крупные цели, такие как Apple Watch, часы. Это о чем говорит? О том, что даже если человек придет неопытный, с более дешевым аппаратом, он все равно такие цели никак мимо не пройдет. Поэтому это говорит о том, что место в воде именно не битое. Но в прошлый раз я был в коротеньких сапогах и мог дойти, ну, приблизительно, друзья, сколько? Вот, наверное, вот до сюда вот, да, по щиколотку. И сегодня я в забродных штанах, шансы увеличиваются, смогу зайти по пояс, то есть здесь много я смогу поискать. И есть возможность, что если опять же в этот промежуток здесь никого не было, конечно же, а если не было, значит находочки должны будут быть. Обязательно заснимем, обязательно вам покажем. Будем включаться, конечно же, дабы не затягивать время, на самых только интересных находках. Нам удачи! 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 Да. Все, друзья, погнали! Ну что, друзья, первое включение. Я вот так вот походил, пока что пробки, пару ходячек, монеты. Жена зовет, хотя она здесь в прошлый раз ходила, представляете? И зовет, она Я меня нашла сегодня сережечку. первая. Показывай. Смотри. Так, опа, смотри, опять сережечка и опять с камнем. Ну-ка. Прикольная, смотри какая. Может, даже серебряная. Слушай, серебро 100% солнца. Сразу, что ли, серебро? Так, Надя, же все, я уже вижу пробу, серьезно тебе говорю. Вот, смотри, проба. Вот, пожалуйста. О, Все. все я вижу, да. Какая хоть? А вдруг 585? Что там? Не понимаю. Или что-то какая-то надпись? Надпись. Ну-ка, а с другой стороны. 100% серебро, я уверен. Так, ну-ка, дай-ка мне. Сейчас я посмотрю, друзья. Может, пойму что-нибудь. Какая-то, похоже, как надпись. Но это 100% или серебро. Да не, это 100% серебро. Тут нету даже никаких сомнений. И посмотрите, какая красивая. С этим, с розовым камушком. И по кругу еще камушки идут. Посмотри, Милен. Красотище. Ну что? Начало отличное. Что это просто кайф. Сегодня ты прям начала с серебра. Друзья, 15 минут еще не прошло, представляете? У меня пару, буквально 3 где-то монетки. 20-ка, 50-ка. 2 50-ки, Ой. 1 20-ка. Я поломала. Поломала. Покажи. Сломала. Но ничего страшного. Не надо было так сильно нажимать, но ничего страшного. Ну ничего. Я умею паять, так что я починю. Ничего страшного, смотрите, сразу же сломала. Ну, как есть. Бог дал, Бог забрал. Все, зачет. Серебро есть. Это круто. 15 минут только прошло. Погнали дальше. Друзья, у меня включение. Собрал всех своих дам. Будем рассматривать. Смотрите, что-то прикольное. Что это? Какой-то или браслетик, или что. Ох, друзья, посмотрите, с камушками. Слушай, резинка. Да, резинка. С камушками? Да. Представляешь, смотри, какая Ого. резинка
И тут, главное, черные, смотри, камушки идут. Они меняются по это самому. Крутишь и меняются, да? Интересненько. Ну вот, друзья, смотрите. Вторая находка. Ну, конечно, бижутерия. Смотри, какая милешка. Прикольная? Да. Ну чё, супер. Вторая находка и сразу же вот такая вот интересненькая. А еще только полчаса приблизительно прошло. Там у нас вот рыбаки пришли по пути. Ну, мы потом будем спрашивать, докуда мы сможем пройти. Обязательно спросим, чтобы друг другу не мешать. Ну, смотрите, вторая находка и сразу же тоже прикольная. Давай 5. Так, друзья, опять зовут. Коп у нас сегодня очень энергичный. Я аж нашла запыхался. Сережечку. Посмотри, Опять какая. сережка. Да. О, смотри, какая интересная. Такая маленькая. Посмотрите, бабочка. Ничего себе. Так, подожди, фокус. Не фокусируется. Так. Пока что ничего не вижу. Есть, смотри, все в пробах, солнышко, вот тут вот. Вон, 925, Чина. Чина 925, вот, видно. Второе серебро. Солнышко. И еще камушки, смотри, на нижних этих крылышках. Представляешь, серебряная. Вторую нашла серебро. У меня пока что только одна бижутерия. Посмотрите, друзья, глазами нашла. Глазами нашла. Мне кажется, что это может быть, это как ее для рыбалки, для рыбалки, а может быть для Хэллоуина, от праздника. Второе серебро, малыш. Ты сегодня лидируешь. Да. Поздравляю тебя. Спасибо. Слушай, зачет. И ты молодец, находку сегодня нашла глазами. Слушай, ну классно, ладненько. Все, возвращаюсь дальше. Бомба. Погнали. Смотрите, друзья, 74, 75. Показания намного выше, чем монетка. Монетка обычно до 60 показывает. Поэтому копаем онлайн. Ох, я что-то увидел, там белое что-то. В скубе, да? О, я же говорил. Смотрите, машинка. Машинка какая-то детская. Слушай, как удобно, да? GoPro-шку повесил, и теперь подписчики смогут наблюдать прям извлечение. Смотри, какая находочка у нас. Ой-ой-ой. Вот такая вот маленькая машинка. Пошли Миленке покажем. Милен, смотри, какая находочка. Машинка-динозавр. Говорит, что ты мне показываешь, я же ведь не мальчик. Ну что, друзья, интересная находка. Вот, повесил сюда GoPro-шку. Сейчас сможете наблюдать прям во время извлечения. А жена уже будет в хорошем качестве доснимать. Машинка, двигаемся дальше. Ну что, друзья, жена у нас сегодня превосходит всех. И у нее опять, посмотрите, опять что-то очень интересное. Какая-то звездочка, подвеска. Со стрелочкой. Ага, точно, со стрелочкой. Все такое тут ржавенькое. Ох, ну а тут желтенькое. Но, конечно же, это не будет никакое не золото и даже не серебро. Но зато это красиво. Красивая находка тоже зачет, да? Да. Все, бомба. И двигаемся дальше. Так, друзья, у нас случилась такая небольшая непредвиденная ситуация. Дело в том, что перед тем, как выезжать сюда, мы посмотрели прогноз погоды, передавали +7, +8, а на деле +2. Мало того, что я сам чувствую, что погода, такая прохладненькая. И, конечно же, наш маленький охотник за сокровищами замерз, поэтому не будем его мучить. Жена сейчас прыгает в машину, отвозит его домой, а я один здесь пока похожу, поищу и подожду их. Так что он хочет с вами попрощаться. Всем пока, скоро увидимся! Всем пока и скоро увидимся. Охотник за сокровищами в следующем видео будет с нами. Все, друзья, погнали дальше. Ну что, друзья, я еще один хожу, жена не приехала, вот ее металлоискатель возле дерева стоит. А я решил вернуться опять, где мы начинали, и вот так вот более тщательно походил, около где-то 4 евро ходячки. Вот такая вот заколочка, и посмотрите, вот сейчас выпадает сережка, друзья, но почему снимаю, посмотрите, какая чистая. Или нержавейка, легенькая вообще. Или нержавейка, или серебро. Одно из двух.
Смотрим вместе. Так, ну пока ничего не вижу. Опа, друзья, есть что-то. Есть на ушке. Так. Смотрим. Опа, ну все, вижу. 925. Вот так вот кверх ногами. Хорошо видно. Смотрите, 925 АГ. Серебро. Свеженькое. Посмотрите, даже не потемнело еще. Ну вот, жена приедет. Обрадую, что и я серебро нашел. Не зря я вернулся и более тщательнее здесь все перепроверил. Прикольненько. Все, буду ждать жену. Посмотрите, друзья, вот такой вот 18-19 слабенький сигнальчик. Замучился я с ним. Вот отсюда вот таскал постоянно со скубом и никак не мог донести, потому что опять маленькая цель и у меня слишком большой глазок для этой цели. Но смотрите, опять не зря дотащил, и я вижу, что-то беленькое проглядывается. Еще не смотрел. Шаричек. Опа, сережка. Сережка, друзья. Еще одна сережка. Ну и что, второе серебро или... Не-а. Да, ничего вроде бы нету. Не, ну я уже и вижу и по шарику, видите, там где-нигде коррозия. В этот раз не серебро. Вот такая вторая сережечка. Жены еще нет, но уже я смотрю по локации, я могу наблюдать, где она. Где-то уже в 5 минутах от меня, так что сейчас уже приедет и продолжим вместе. Все, продолжаю дальше. Смотрите, друзья, я, главное, иду и GoPro-шку включаю специально на всех сигналах. А тут не включил, потому что у меня на Мантикоре 6 показывало, понимаете? 6, это фольга. И посмотрите, какое большое здоровенное кольцо. Я просто в шоке. Здоровенное кольцо. 6 показывало. Ого. Как такое может быть, я вообще без понятия. Смотри. И еще такое здоровенное, ты видишь? Черный. Смотри, это смарт-кольцо, солнышко, смотри, прикол. Ух ты. Это смарт-кольцо. Первый раз я за всю свою, посмотри, сколько там надписей. Я за всю свою историю, сколько погружаюсь, я первый раз нахожу смарт-кольцо. Это круто. Вы представляете? Сколько там микросхем, посмотри, там все хорошо видно на камеру. Посмотрите, сколько там микросхем, друзья. Может, дорогое? Слушай, может, денег стоит? Написано фантастик. Фантастик. В общем, можно пробить. Может, денег, слушай, стоит? Представляете, друзья? И 6, смотри, ну-ка покажем. Он 6 мне только показывал. Видишь, вообще 5-4 даже. Я даже GoPro-шку не включал, потому что сигнал, ну вы видите. Смарт-колечко первое мое за всю историю. Обожаю находить что-нибудь в первый раз. Бомба, продолжаем дальше. 91, 92, друзья. Или банка алюминиевая, или серебро. Поэтому пробуем онлайн. Так. Не взял. Ты меня тоже снимаешь? Да. Ну во, картинка с двух камер. Ну или серебро, или банка. Одно из двух. Сигнал очень хороший. Блин, глубоко. Слушай, ну то, что глубоко и берет, это уже хорошо. Это еще больше вероятности, что что-то хорошее. Опа! Все, взял. Ох, вообще 100% кольцо. Да? Ох, как оно хорошо, мне красиво. Я надеюсь, GoPro-шка сняла. Как оно хорошо, посмотри. Стопудово кольцо, ты посмотри, какое. Ох, большое солнышко. Ой, ну конечно, серебро, друзья. Посмотрите, какая красота. Черненькое. Да. Кто не знал, друзья, серебро всегда, если лежит вот так вот долго, всегда темнеет. Многие пишут, какое это серебро, оно же не белое. Друзья, вот, смотри, сразу проба, вон снизу, видна очень хорошо. Вот такое серебряное, здоровенное кольцо. Почищу фотографии, приложу. Просто бомба. Наконец-то за сегодняшний день первое такое емкое серебро. У нас пока что были только сережечки мелкие. Отличный кусок серебра. Двигаемся дальше.
Ну что, друзья, говорит, наверное, золото, представляете? У меня уже у самого сердечко. Золото? Я не знаю, я просто показывай. увидела. Где? Вот. Стоп. Ой, золото, солнце. Ёк-макарёк, какое большое, друзья. О, это что такое? Посмотрите, с камнями. Гравировка, ты посмотри. Но солнце, знаешь что, легкое. Как так? Легкое кольцо. А пробы нет? Легкое кольцо и гравировка. И это пробы нету. Солнышко, походу не золото, зайка. Извини, пожалуйста, что я тебя расстроил, но походу не золото. Да как так-то? Легкое, да, очень легкое. Ну, не знаю. Посмотри, что там написано, читай. Так, сейчас. Блин, друзья, она еще ни разу свое первое золото не выкопала и думала, что это золото, но наверное, не золото, потому что я своей рукой опытной чувствую, что очень легкое. 4.02.2016 и какая-то C and J. Очень легкое, солнышко. На, поснимай-ка, я еще раз присмотрюсь. Очень легкое для золота, понимаешь? И была бы проба, обязательно была бы проба. Но мы проверим все равно. А что оно тогда? ЦИГ 24, да, 2016. Свеженькое, очень свеженькое колечко. Но пробы не видно. И легкое, зайка, оно очень легкое. Да, находка шикарная, но, к сожалению, это 100% не золото, я могу сказать. Да, оно легкое. Да. Это нержавейка, да. Ну, ладно. Но очень Адреналина красивое. я точно хапну. Да, все круто. На, держи свою находку. Круто. Погнали дальше. Опять не включил GoPro-шку, 4 звенело, представляешь, 4. Ну и посмотри, пожалуйста, может быть тонкое. Посмотри, Вижу. ты видишь это? Ну что, друзья, смотрим. Ну что? А, это этот туннель, знаешь? Ну да. Туннель Ну, для бывает уха. золотые. О, там внутри что-то вообще, что-то прям вообще все в коррозии. Может, да, горит. Ну, очень похоже на золото, да? Угу. Ну, пожалуйста. А они бывают, да, эти, как его, пробы внутри? Наверное. Очень много там всякого разного понаприлипшего. Друзья, я не знаю, ну-ка давай всполосну. 4 она, понимаешь, мне. 4. Я иду, все сигналы самые хорошие, включаю на GoPro-шку. Фольга, много часто фольги попадается, поэтому не включаю. И вот уже второй сигнал, 4, и вот такая вот штука, представляете? Ну, не вижу. Не вижу я, к сожалению, гравировки никакой. И никакой пробы тоже не вижу. Легенькая, во-первых. Ну, выглядит как очень, да, похоже на золото. Ну, вот сегодня вот такие вот щепетильные моменты у нас, друзья. Ладненько, все, двигаемся дальше. Смотрите, друзья, какое интересное у меня включение. Прямо сейчас на этом пляжу раз металлоискатель, 2 металлоискатель. И смотрите дальше, я приближаю. Вот человек ходит с металлоискателем, вы видите? В красных кроссовках. И посмотрите, в воде с желтыми наушниками, прям по моим следам идет еще один. Вон со скубом. Вы представляете? Вот такой вот пляжик. А мы уже столько серебра, возможно, и золото надо будет проверять, нашли. Но самое главное, что мы первые. Вот так вот, пожалуйста, выходной день. И вот так вот в Германии уже очень распространено это хобби. К сожалению. Ну, ничего не сделаешь. Все, идем дальше. Какая-то сережечка, возможно, серебро. Сейчас посмотрим. Вот, смотри. Видишь, с бусинками торчит. Угу. Так. Смотрим. О, смотри, перышко или листик. Какой красивенький. Но она такая закоченелая, что я даже не хочу ее гнуть. Ну это не сережечка. Может это часть от сережечки? Ну не серебро, точно бижутерия. Угу. Все, я уже вижу. Ну ладно, все равно, находка есть находка. А конкуренты, наши коллеги по цеху, все ближе и ближе. Все, идем дальше. Серебряный крестик, 100%, ура! И даже он так лежит, что я пробу вижу, смотри.
Смотри, вон и снизу О, прям да, сразу я же вижу. проба. Серебряный крестичек, посмотрите. Во, видишь, сразу же проба снизу. И вот какой красивый. Ох, смотри, с камушками. Красненький посередине. Красненький посерединке и еще вот такие вот странные. Красивый. Красивая находочка. Пожалуйста. Серебряный крестик, друзья. Супер. Еще одно серебро. Ура, зачетик. Конкуренты все ближе и ближе. А нам чуть-чуть осталось. Но мы пойдем там еще, где троста, до самого конца дойдем. Все, погнали дальше. 82, 84, друзья. Ну, точно не монета. Может быть, или какая-нибудь блесна очередная. Или серебро. Смотрим вместе. Так. Глубже, друзья. Глубже. Дно твердое. Но ничего, сейчас от нас не денется никуда. Глубже. Но я чувствую, что это именно идет глубже. Я правильно прям попадаю. Опа. Походу взял. О, что-то вижу. Что-то вижу. И хорошо звенело. Ну, значит, будет серебро. Смотри, видишь, вот там под камушком черненькое. Так. Ну-ка, дай-ка я проверю. Посмотрим, сколько показывает. О, друзья, 83 точно серебро будет. Ну и что? Вот она, видите? Все, я уже вижу, облескивает серебро, друзья, 100%. Хопа, тихо. Сейчас ополосну маленько. Ох, друзья, что-то святое, да? Нет, водолей. Смотри, водолей льет из такого кувшина. И еще у него этот трезубец в руке. Водолей. Большая серебряная подвеска. Зачетик, друзья. Еще очередное серебро. Ура! Посмотрите, главное, вот мы дошли до этого момента, да, и здесь уже начались такие камышики, но пляж, покажи туда, пляж продолжается. Видите, этот спасательный круг, и вот смотрите, я еще покажу. И там еще спасательный круг, и еще, то есть пляж идет, и возможно, что вот это место как раз-таки нетронутое. Поэтому сейчас мы еще вот так вот, пойдем до самого конца и будем смотреть, что нам удастся найти. Очередное серебро. Погнали дальше. Ну что, друзья, находились, нагулялись сегодня очень долго, в районе 5-6 часов. С приключениями, приехали пораньше. Наш подрастающий охотник за сокровищами подзамерз. Я остался один, жена отвезла его домой. Что могу сказать? Конечно же, озеро очень битое. Тем более, как вы сами видели, и сегодня у нас конкуренция тут была. До сих пор, кстати, они ходят, копают по водичке. Но... Как я уже не раз говорил, это хобби как с грибами. У каждого грибника свой грибочек, и сегодня мы этих грибочков изрядно пособирали. Серебро, монеток, всякие разные интересные штучки. Показываем, что нашли. Вот так вот мы здесь разложили возле волейбольной площадочки, все красивенько. Так, показываем, друзья. Смотрите, вот это вот половина. Это все интересное, все серебро. Вот такая вот сережка серебряная, потом жена... Нашла вот такую детскую, очень красивая серебряная сережка, мне понравилась. Потом, вот это кольцо непонятно, надо проверять. Конечно, у нас сегодня впервые у жены сердце ёкнуло, а до этого у нее не было такого, чтобы что-то даже похожее на золото. Ну тут вот прям почти золото, да? Почти. Почти, но осечка. Ничего, скоро будет. Дальше вот такой вот крестик серебряный, очень красивый. Посмотрите, друзья, с камушками. И с этой стороны вот проба 925, все есть. Потом вот такое кольцо здоровенное, серебряное. Тоже все есть. Пробы надо чистить, вон. Чистить надо. Фотографии я уже приложил, вы уже точно видели. Вот это вот первая находка. Сережка с камушком розовеньким и еще вокруг беленькие. Была целая, но жена чистила и вот отломала ушечко. Вот это последняя серебришка была. Водолей, большая такая подвеска прикольная. И вот там сверху есть тоже пробы. 800,
925 или 925, ну такая старенькая, да. Получается у нас раз серебро, 2, 3, 4, 5, 6 серебра. Это под вопросом может быть золото. Вот это под вопросом может быть золото. Может быть, знаете, на тоннелях и не ставят пробы. Я не знаю, но вы посмотрите. Оно прям и цветом золотым, и коррозии никакой нету. Ну и прям вообще прям оно мне золотое. Это надо проверять. И звук соответствующий на мантикоре. То есть я-то уже привык как золото. Вот она звенела прям как золото. Поэтому это тоже под вопросом. Дальше вот это, конечно, мне очень понравилось. Я ни разу в руках вообще не держал и не находил. Я только видел, что люди находят, да. Но вот мне попалось первый раз. Посмотрите, сколько там микросхем. Мы еще не смотрели, не пробивали. Может быть, и денег стоит, без понятия. Но зачетная находка, очень приятная, когда что-то впервые находишь. Потом вот такой вот браслетик. Ой, браслетик, это, наверное, резинка для волос, там вот сколько-то камушков выпавших, ну, тоже такая интересная штучка. Потом вот такая сережка, это пока жена отвозила ребенка, я нашел. Вот такая штучка, а вот это что-то похожее, мне кажется, что-то уже такое мы похожее находили. Вот такая бижутерия. Ну и все, как бы, нормально. Я считаю, что именно по ювелирным изделиям, посмотрите, друзья, это прям зачет. За 5 часов круто. Потом рыболовные снасти, блесна. Вот такая вот крутилка с карабинчиком. Карабин вот такой большой. И вот так вот по монеткам. Очень много монеток, считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 с чем-то, друзья. И вот еще по марочкам, посмотрите. Марочки, фенинги. В общем, 50 евро. Серебра набубенили кучу. Возможно, и золото есть, не знаю. Конечно, много шмурдяка. И у меня тоже в хабарнице шмурдяка много. Кучи просто. Отлично. Отличнейший выход, друзья, я считаю. Очень нам понравилось. Спокойно, позитивно. Походили, подышали свежим воздухом, поржали. Все в нашей семейной манере. Очень мне нравится, когда спокойно ходишь с разрешением. Зашли, сразу же попросили разрешения. На проходной нас узнали, пожелали нам хороших находок. Мы их и нашли. Так что, друзья, кому понравилось такое видео, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить пальчики вверх. Также нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши последующие видосики. Мы поехали домой. Всем добра и пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.